Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему события ближайшего будущего. Мы с вами рассмотрим сферу работы, финансов, личной жизни, предостережение и совет. К чему стремиться, чего остерегаться. У нас с вами будет 3 позиции. Итак, первая, вторая, третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Итак, пожалуйста, выбирайте свою позицию. Кому нужно, ставьте на паузу. И начиная с первой позиции, мы будем с вами рассматривать, что же будет у нас в ближайшее время, каковы же будут события ближайшего будущего. Итак, первая позиция – события ближайшего будущего. Давайте посмотрим вообще общую атмосферу ближайшего времени для вас. В ближайший период каждый загадывает сам. Пусть это будет неделя, пусть это будет месяц, пусть это будут 3 недели, как вам нравится. Итак, атмосфера. У каждого свой период. Атмосфера, общая атмосфера. Атмосфера исцеления, атмосфера движения от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему. Если вы хворали, болели, то будете исцеляться. Если какие-то дела шли ни шатка, ни валка, то все переменится, будет идти в лучшую сторону. Будут люди, которые готовы вам помогать, которые готовы как-то вас наставлять. Те, с кем вы ссорились, с вами помирятся. Вы с ними, они с вами. Отношения будут восстановлены. Плюс, смотрите, очень много будет интересных предложений для вас. Либо одно такое крупное, стоящее, перспективное, либо много не очень крупных, но достаточно стоящих, которые вас приведут к лучшей жизни. Возможно, будут страхи, возможно, будут тревоги и опасения относительно того, как двигаться дальше же. Я же уже ошибался, мне страшно, но что же мне делать? Не нужно этого бояться, вы идете в нужном, верном направлении. Те, кто рядом с вами, они ваши помощники, они вам действительно помогают. Давайте посмотрим, что в работе у единичек. В работе. Ну, то же самое. Идете вперед, и вам помогают. Вы лидер. Есть люди, которые готовы вас поддерживать, которые готовы вам помогать. Возможно, придется раскошелиться, возможно, придется чем-то жертвовать для того, чтобы добиться желаемого, да, то есть здесь такой взаимообмен. Двигаетесь вперед, но смотрите, какая-то сфера может страдать. Например, погружаетесь в работу, меньше времени уделяете семье, либо же для того, чтобы двигаться вперед, да, идти в зону карьерного роста, вам нужно будет пройти какие-то обучающие курсы, что будет для вас финансово затратно. И строите планы, вдохновляетесь. Эти планы не всегда могут быть успешными, но для того, чтобы достичь вот именно победы, важно стараться, стремиться и принимать помощь, поддержку тех, кто вам готов ее оказать. Так, далее смотрите, что у нас по финансам, что у нас непосредственно по финансам. Опять помощь, поддержка. Даже если вы потратите такую значительную сумму на свое продвижение в работе, если работа для вас будет связана с какими-то затратами, эти затраты окупятся. Здесь, знаете, как вложение, как инвестиции, растет ваша прибыль, причем это приносит вам удовольствие. И приносит удовольствие настолько, что вы еще готовы тратиться на удовольствие. Да? То есть я заработал с удовольствием. Все, я имею право сходить в спа-салон, я имею право себе купить там супердорогую помаду, духи, супердорогое пирожное для того, чтобы мне пребывать в состоянии вот этой ресурсности. Да? Я умница, я хорошо постарался и имею право получить поощрение. Что будет в сфере любви, личной жизни у единичек? Что в сфере любви, в сфере личной жизни? Все стабильно. Все стабильно.
Смотрите, у кого-то могут напомнить о себе люди из прошлого. И, скорее всего, этот человек из прошлого, вы его знаете, он за вами наблюдает. И его появление может стать для вас своеобразным уроком в плане текущих отношений, да, потому что здесь, посмотрите, везде по 3 фигуры. Урок для вас одного, урок для вас одной, но здесь в стабильные отношения вмешивается человек из прошлого. У вас есть люди, с которыми вы находитесь в стабильных отношениях. Новых людей я здесь не вижу, только те, кто возвращается из прошлого для того, чтобы как-то заявить о себе, напомнить о себе. Давайте посмотрим, для чего. Для чего возвращается. Ну, здесь понятно, что вам этот урок нужно пройти, а с какими намерениями? А просто так. А просто так. Здесь, знаете как, вот потешить самолюбие, здесь идет здоровый эгоизм. От вас человек, который придет из прошлого, получает тепло, наполняется энергией. И вот именно поэтому он придет. Ничего существенного он вам не принесет, будет для вас уроком. Не обольщайтесь, вы сильно не распаляйтесь, поэтому пройдите урок достойно. К чему единичкам нужно стремиться? К чему единичкам нужно стремиться? Не торопиться, к спокойствию, к гармонии. И здесь должны быть какие-то перемены. Но, посмотрите, перемены с сохранением тех моментов, которые вам важны и дороги, важны и значимы. Да, от чего-то придется отказаться, но тот базис, тот фундамент, ту основу, на которой все стоит, ее нужно оставить. То есть идем в перемены, но сохраняем, берем с собой то, что действительно важно и значимо. От чего стоит остерегаться? Чего стоит вам остерегаться? Чувств, эмоций. Но здесь, судя по всему, сильно эмоциональным быть нельзя, потому что появление, ну, эмоции, они вообще хороши, когда они находятся под контролем. Появление вот этого человека из прошлого может вас настолько захлестнуть, что вы потеряете над собой контроль. Поэтому здесь вот этих вот эмоций берегитесь. Плюс, смотрите, финансовые моменты. С финансами очень аккуратно, очень осторожно обращайтесь. Знайте, что куда вы расходуете. Давайте еще уточним, чего остерегаться. Вообще неплохие, хорошие карты. Просто смотрите, чтобы у вас и чувства, и финансы находились под контролем. Да, карта Маг, все в ваших руках. Очень многое сейчас зависит от вас, поэтому не пускайте на самотек. Старайтесь, чтобы ситуация была у вас под контролем. Итак, вторая позиция. Двоечки. Давайте посмотрим общую атмосферу. Ой, как похожи карты на предыдущую позицию. Смотрите, связь с прошлым, шестерка кубков, которая становится для вас уроком. Здесь мужчина из прошлого за вами наблюдает. Причем этот мужчина, он с чувствами к вам идет. И у многих здесь, возможно, связь не прекращалась. У кого-то просто история, которая тянется издалека. И здесь нужно пройти уроки, сделать для себя какие-то определенные выводы. Так, давайте посмотрим, что у вас будет в работе, двоечки. Апатия, усталость. Какая-то ситуация, ну, в работе ничего не меняется. Какая-то рутина, абсолютный застой, но это потому, что, скорее всего, где-то вы не учли какие-то шаги. Здесь, знаете, как учимся на своих ошибках, неудачный опыт. И вы понимаете, где и в чем вы были неправы. Как избежать этого состояния? Здесь нужно что-то менять. Вполне возможно, советом идет карта смерти, карта трансформации. Возможно, вам вообще нужно менять сферу деятельности, либо место работы нужно менять, потому что здесь вот пока застой. Причем вы знаете, почему этот застой. Вы понимаете, что вы в свое время допустили какие-то ошибки. И вы поняли, впредь вы их не допустите. Что с финансами? Что с финансами?
Смотрите, получив новые какие-то знания и стремясь к переменам, у вас есть шанс на то, чтобы прибыль свою приумножить и увеличить. Я не могу сказать, что у вас какие-то сейчас финансовые дыры, все достаточно ровно, стабильно, но то, что у вас есть, вероятнее всего, есть какие-то накопления, сбережения, возможно, небольшие, но если их грамотно вложить, вы можете сейчас очень преуспеть в финансовой сфере. Что касается личной жизни, неопределенность, разлука, желание. Смотрите, находитесь в подвешенном состоянии, вы знаете, новых людей, но если только ворвется в вашу жизнь рыцарь мечей, молодой человек, мужчина до 30 лет, либо воздушных знаков зодиака, либо может быть в форме, чуть младше может быть вас возрастом, но, как правило, это состояние неопределенности из-за того, что вы находитесь на расстоянии с дорогим вам человеком. Но, посмотрите, это то, что было у нас в сигнификаторах, это значимое событие. Общая атмосфера будет кружиться вокруг того, что события прошлого, они возвращаются, и вы должны этот урок пройти. Возвращается вот этот мужчина, кубковый король. Причем он даже не мечевый, он не бывший, он, судя по всему, все это время за вами наблюдал. Здесь связь не разорвана, либо просто какое-то время вы на расстоянии были, либо в непонятных каких-то отношениях. Но у вас есть шанс на то, чтобы определиться и дальше двигаться с ним. Давайте еще посмотрим, что в личной жизни. Неопределенная ситуация. Идет к вам мужчина с чувствами. Подождите, нужно подождать и взвешенно решение принять. Нужно все очень тщательно, хорошо обдумать. Но это вот именно моменты, которые в прошлом вот именно посеяли какие-то зерна, да, и вот плоды сейчас всходят. Будете разгребать то, что ранее натворили. К чему стоит стремиться вам в ближайшее время? Новый виток. Карта шут, дурак, скорее всего, это и работы касается, и отношений, как начало с чистого листа. Движение вперед. Смотрите, шестерка жезлов – это как движение назад, да, движение в прошлое. Здесь возвратитесь действительно к ошибкам прошлого и проработайте их. Дайте новый виток, новый шанс тому, что вы когда-то не закончили, где вы когда-то что-то не доработали. Девятка жезлов – восстановление отношений, проработка ошибок прошлого, работа над ошибками вот именно. Поэтому здесь начинайте, не бойтесь, начинайте все с чистого листа. Скорее всего, это касается отношений. В плане работы рассмотрите новую сферу деятельности, либо же новое место работы. Чего стоит остерегаться? Чего стоит вам остерегаться? Смотрите, не старайтесь обойти справедливость, не старайтесь обойти закон, обхитрить кого-то, понимаете? И здесь, вот посмотрите, идет пентаклевый король. Имейте силы, имейте смелость принять его условия, потому что то, что в предостережениях, смотрите, здесь на обороте король мечей на обороте, мужчина из прошлого, имейте смелость проработать вот эти ошибки. И если у нас что-то в предостережениях, повторюсь, не значит, что мы ни в коем случае не должны это делать, не значит, что мы должны этого избегать. Это значит, что если мы решаемся на что-то, то мы должны быть в этом очень осторожны. Но здесь смотрите, не старайтесь обойти справедливость, да, и для тех, у кого здесь двое мужчин, потому что один точно даст вам о себе знать, и по двойке жезлов вы можете выбирать между пентаклевым королем и кубковым. Так вот, пентаклевого здесь остерегайтесь. Пентаклевый, как правило, это либо супруг, вот в отношениях с ним аккуратны будьте, да, может быть, чтобы никто не узнал. Карта Луна, это еще, знаете, как тайные отношения, измены. Справедливость – это стабильные отношения, заключение брака. Смотрите, чтобы, если вы замужем, чтобы не было развода вот с этим пентаклевым королем. Также, смотрите, он может символизировать какого-то чужого мужа, поэтому вот от чужих мужей старайтесь держаться подальше.
Итак, вот такая у нас вторая позиция. Благодарна всем за просмотр, за обратную связь. И мы идем к троечкам. Что же будет в ближайшее время? События ближайшего будущего. Троечек. События ближайшего будущего. Общая атмосфера. Смотрите, а у вас движение вперед. Возможно, даже переезд через конфликты, через борьбу, но у вас открыты дороги. У вас есть шанс, есть возможности на то, чтобы идти дальше. Карта колесницы – это движение вперед. У кого-то даже, вот повторюсь, переезд отыграется. Так, что в работе? В работе все хорошо. В работе все хорошо, вам помогают, причем в вас вкладываются. Здесь очень хорошие отношения с коллегами. Король жезлов, королева кубков – это коллеги. Король жезлов, скорее всего, руководитель. Королева кубков, ну, либо подруга, коллега, либо, знаете, как менеджер по подбору персонала, потому что кубки – это чувство, это может быть психолог, какой-то менеджер вот по персоналу на работе, которые в вас сейчас вкладываются. Тройка пентаклей – это, знаете, прям наставничество. Это то, когда они вас опекают, оберегают, помогают ради того, чтобы вы как-то, знаете, преуспели, приумножили свои навыки, знания и потом принесли им пользу, понимаете? Здесь вот именно такое, как сотрудничество настоящее, да, то есть люди помогают вам в обмен на то, что когда-то вы им пригодитесь. Но здесь совершенно все бескорыстно. Да, корысть такая нормальная, здоровая есть, да, то есть мы тебе помогаем, ты нам поможешь потом. Но здесь нет подковерных игр. Никто вас обманывать не собирается. Здесь эти люди с вами честны и искренни. Далее смотрите, что у нас с финансами. Финансы в ближайшем будущем. Карта Луна. Неопределенная ситуация, с которой вы справитесь по карте сила. Смотрите, скорее всего, придется потратиться на какие-то моменты, связанные с прошлым, да, может всплыть какой-то, ну, не знаю, старый долг, старая история какая-то, старые какие-то вопросы, да, может быть, какой-то, ну, кого-то незакрытый кредит, либо еще кто-то старый друг появляется, какие-то вопросы, которые немножечко выбьют вас из финансовой колеи, но вы с этим справитесь. Либо же, знаете, очень у многих отыгрывается такое, что не очень стабильное финансовое положение, но вы, конечно же, с ним справитесь. Здесь все тянется из каких-то давнишних моментов, но эти же давнишние моменты, они связаны с будущим, и, собственно, то, что вам мешало, оно вам и поможет. Здесь вы удержитесь на плаву, стоите на ногах. Все хорошо с финансами, несмотря на возникающие возможные трудности. Далее, что в сфере любви у вас? В сфере любви, отношений, троечки. Преграды, препятствия. Как-то очень медленно все развивается. Новых людей я не вижу. С теми людьми, которые в вашем окружении, да, с которыми у вас либо отношения есть, либо могут быть построены. Из-за преград, препятствий очень все медленно. И от этого сожаление. От этого некое идет сожаление, огорчение, переживание. Для тех, кто в паузе, отношения будут восстановлены, потому что десятка кубков – это карта партнерства, это родные люди. С трудностями справитесь, вместе пойдете в счастливое будущее. Третьих лиц, которые могли бы вам здесь мешать, я не вижу. Здесь действительно есть трудности. Вот повторюсь, новых людей нет. Тот человек, с которым вы либо в отношениях, либо в недоотношениях, да, преграды, трудности будут решены, ошибки будут поняты, все будет восстановлено и приведено в режим союзности, да, то есть вы союз, вы практически семья, и, возможно, даже какая-то вот совместная поездка, либо переезд, потому что у нас карта колесницы. Будьте внимательны по пятерке мечей, здесь не очень приятные моменты могут быть во время этой поездки, либо во время подготовки к этой поездке. К чему стоит стремиться? Давайте посмотрим. Троечка.
Обращайте внимание на предложения, которые к вам поступают, и умейте уступать. Это касается отношений. Милосердны будьте. Убирайте эмоции, умейте уступить, когда это необходимо, умейте посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека. Вот эта сфера отношений касается. Тройка мечей – это то состояние, когда мы все пропускаем через сердце, когда мы умеем сострадать, когда мы умеем сочувствовать и быть милосердными. Чего стоит остерегаться, троечка? Так, смотрите. Во-первых, здесь опять же идет король пентаклей, карта мужчины женатого, карта законного супруга, правосудие, паж жезлов. Смотрите, у вас может возникнуть соблазн поскорее вступить в законный брак. Вот король пентаклей. Не нужно сейчас торопиться. Опять же, повторюсь, в предостережениях не значит, что ни в коем случае нельзя этого делать. Просто если вы решите, во что бы то ни стало это сделать, стоит соблюсти все риски, быть осторожными. Паж жезлов – это новое начало. Правосудие – это вообще вопросы юридического характера, да, различные документы, различные юридические вопросы. Вот здесь, подписывая договора, будьте очень аккуратны, внимательны, читайте все, что мелким шрифтом. И смотрите, король пентаклей – это мужчина, законный супруг, женатый мужчина. Если планируется заключение брака, то здесь либо лучше подождать, да, не стремиться вот выйти на этот новый виток, потому что паж жезлов это как раз-таки новый уровень, новый виток. Либо же, если вы считаете, что это вам прямо вот сейчас необходимо, да, заключить вот этот брак, узаконить отношения, то делайте это аккуратно, осторожно, не торопитесь. Делайте все очень взвешенно для того, чтобы потом не переделывать, для того, чтобы не было, что поспешишь, людей насмешишь. Вот такая у нас третья позиция была. Благодарю всех за просмотр, благодарю всех за обратную связь. И до встречи с вами в наших новых видео. Всего доброго!